Всем привет, я Химик Пич, и сегодня вы на моем канале. Сегодня я решила порисовать с вами портрет, немного добавить пояснений, описаний, но также хотелось бы перед началом сказать, что вы можете подписаться на мой канал. Также вы можете мне пожертвовать 1 рубль, если это захотите сделать, то ссылка на Donation Alerts в описании. Советую вам поставить лайк авансом, потому что вдруг вы потом забудете. Так что все необходимые ссылочки в описании, напоминаю еще раз, и давайте начинать просмотр этого видеоролика. Сегодня я взяла фотографию у Анжелы. Ссылочку на нее тоже оставлю в описании. Для работы я использую обычный механический карандаш с толщиной стержня 0,5 и плотность стержня 2B или HB. Использую акварельную бумагу Canson Moulin de Roy 300 грамм. А сейчас я постараюсь назвать все этапы и последовательность того, как проходит моя работа. Первое, это я стараюсь ограничить себя и указать линии, которые будут мне помогать умещать объект в определенное пространство листа. Подобная компоновка сделана для того, чтобы придерживаться задуманной композиции. А чтобы было интересно, добавлю немного терминов. Композиция — это организация картинной плоскости, при которой устанавливаются закономерные согласованные отношения между картинной плоскостью и изображением. Это помогает избежать обрезания нужных деталей и помогает придерживаться нужных размеров, так что это должно вам помочь не потерять руку или лоб, или не нарисовать несоизмеримо большую голову. После наметки примерного размера и формы я намечаю детали поменьше, такие как глаз, губы, нос и все остальные части нашего лица. Делаю это обычно на глаз и потом уже уточняю конкретное расположение с помощью поиска соотношений. Если вы не учились в художественной школе, то для поиска соотношения художники используют карандаш на вытянутой руке, при этом немножко прищурив глаз. Так что получается, что карандаш служит линейкой художника, которая помогает сравнивать и искать все эти размеры. То же самое можно проделать как с живой натурой, так и с цифровой. Есть, конечно, другие методы рисования, но я сейчас припоминаю только один, потому что часто натыкаюсь на него у других художников. Я не знаю официального названия, но там художник разлиновывает оригинал и получает такую сетку, которая помогает ему находить правильные расположения и размеры. И получается, что он как бы переносит изображение на лист бумаги, хотя то же самое мы делаем, когда рисуем с натурой и так далее. Вообще, если вы только начинаете рисовать, советую вам посмотреть разных художников и поискать разные методики и техники рисования портретов и того, что вы хотите вообще рисовать. Таким образом, если вы попробуете много разных вещей, то вы сможете определиться для себя, что вам удобнее, что вам нравится и что вам действительно помогает реализовывать ваши идеи. На этом мое описание данного этапа заканчивается. Далее будет акварельный процесс, и я его тоже постараюсь описать. Если вам чего-то не хватало или вы бы хотели, чтобы я более подробно рассказала о каком-то моменте, то, пожалуйста, напишите это в комментариях, мне важно это прочитать и узнать. И под конец данного этапа хотелось бы добавить, что не забывайте перепроверять соотношения, наклоны и углы, которые вы получаете в процессе своей работы, потому что лучше делать это на начальных этапах, чем тогда, когда вы уже все детализировали. Потом это просто будет сложно исправить, потому что это надо будет стирать, перепроверять, и вы уже будете портить таким образом бумагу, особенно если это акварельная. Если же вас как-то смущает бледная линия в вашей работе, то просто возьмите карандаш помягче, чтобы не портить бумагу и не давить суперсильно на карандаш, потому что в последующем это немного будет вам мешать. Но также помните, что очень мягкий карандаш может способствовать появлению грязи в акварельной работе, потому что он будет просто размываться водой. Поэтому далее покажу процесс, как я убираю графит с помощью клячки. Именно для этого в своей работе я использую именно клячку, а не обычный ластик. Он убирает именно вот этот верхний слой графита, который как раз-таки и дает размывку и грязь в работах. Кстати, подписывайтесь на мой канал, пока я не начала комментировать акварельный процесс. Если вам интересны бренды акварели, которые я использую в своих работах, то это Дэниел Смит, Ван Гог, Рембрандт, а также Шминки. Из более бюджетной акварели подойдет Миджелла. В своей работе я использую бумагу Canson Moulin de Roy 100% хлопок 300 грамм. Как по мне, это минимальное значение бумаги, потому что если бумага будет более тонкой, то она уже будет не выдерживать более плотные акварельные слои. Если вы боитесь, что ваша бумага пойдет волнами от воды, то я советую вам закрепить бумагу скотчем. Или же натянуть на планшет — это более сложный способ. Я же часто рисую на склейках, поэтому не всегда нуждаюсь в подобных мерах. В своей работе я использую в основном синтетику, либо имитацию белки, но очень редко натуральные ворсы. Предпочитаю бренды Pinax, моя любимая серия это High Tech, очень прикольная синтетика, также мне нравится Da Vinci. Ну и в целом я стараюсь покупать разные кисти, чтобы находить для себя что-то интересное и более оптимальное, подходящее для моей работы. Пожалуй, хватит говорить о материалах и приступим к описанию этапов в акварели.
В отличие от того же масла и акрила, в акварели принято начинать с прозрачных, более светлых тонов и постепенно уже набирать плотность цвета. Но есть другие способы, более быстрые. Когда вы по мокрому рисуете, то можно набирать тон за 2-3 слоя. Но я работаю немного в другой технике. Я же люблю многослойность в акварели, и поэтому чаще всего работаю не очень быстро. Стараюсь ждать, когда высохнут предыдущие слои, и только после наношу новые. А так как я еще не люблю видеть в своих работах супер сглаженные границы и переходы, то я стараюсь все-таки их не размывать и не обобщать с листом бумаги. Но, конечно же, я делаю это не всегда, потому что для каждого случая будет свой вариант действий. Ой, а вот тут вот неспроста такой резкий переход. Я бы хотела вам сказать, что акварельный процесс — это такое медитативное и долгое для меня действие. И для того, чтобы добиваться такой многослойности, нужно наносить много слоев, ждать и так далее. Это занимает очень много времени, не всегда, конечно, зависит от бумаги, потому что хлопок высыхает немного дольше, целлюлоза быстрее. И именно по этой причине я не люблю снимать свои видеопроцессы, потому что у меня просто не хватает памяти на телефоне. И если вам реально интересно узнать больше об акварели, какие техники существуют и вообще такие вот моменты, то, пожалуйста, напишите в комментариях, возможно, сделаю отдельное видео конкретно на тему акварели и вообще о моих отношениях с ней. А что касается цветовой гаммы в моих портретах, чаще всего я стараюсь использовать более чистые оттенки, не использовать черный цвет, коричневый, то есть они вообще отсутствуют в моей палитре. И для того, чтобы намешать кожу, я использую обычно любые оттенки красных, желтых, розовых и, конечно же, чуть-чуть зелененьких и синеньких цветов. Но знаю один универсальный способ для того, чтобы смешать цвет кожи. И если не углубляться в такие моменты, как то, что кожа бывает и темная, и светлая, более холодная, более теплая, и в ней присутствуют также другие оттенки помимо телесных, то для обычного телесного цвета подойдет просто смешать красный, синий и желтый оттенок. И в зависимости от того, какое будет соотношение этих цветов в вашей смеси, вы будете получать разные оттенки кожи. Но если вы хотите, чтобы кожа в ваших работах получалась не однотонно, не тускло, не такой однообразной, то стоит добавлять в вашу смесь немного другие оттенки. Я вот, например, люблю очень розовый или лазурно-голубой. Любые другие оттенки помогут добиться того, что ваша кожа будет выглядеть разнообразной и более интересной. И для того, чтобы менять тон в акварели, достаточно просто следить за количеством воды в вашей смеси. Таким образом, чем больше воды вы добавляете в смесь, тем светлее и прозрачнее будет цвет, и наоборот. Чем меньше воды вы добавляете, чем гуще будет ваш замес, тем темнее и насыщеннее будет ваш цвет в акварели. С маслом и акрилом, например, такой метод не сработает, потому что там регулятором этого является именно белила. Если вы хотите, чтобы я отдельно показала, как сделать замесы кожи, то, пожалуйста, напишите это в комментариях, и я обязательно сделаю этот видеоролик, если будет много запросов. Надеюсь, данный ролик был полезен для вас, и в знак благодарности жду от вас лайк и подписку на мой канал. Спасибо всем, и, кстати, у нас скоро 100К. А это значит, серебряная кнопочка будет скоро у меня в руках.